Итак, начнем наш первый рисунок обучения иконописи. Начнем мы с самого простого, с освоения иконографического рисунка, поскольку рисунок, как каркас, является основой любого иконописного изображения, и правильно составленный рисунок – это залог того, что изображение не будет разваливаться и будет построено по всем иконописным канонам. В качестве образца возьмем две обличные иконы. Это Спаситель и образ Игоревской иконы Божией Матери. Сейчас я покажу иконы, выполненные мной с этих образцов. И с тобой мне хотелось бы написать эти иконы, но начать с самого начала. Начать с прорези или с иконографического рисунка, который будет выглядеть таким образом. Это будет результат нашего первого урока. И далее мне бы хотелось показать некоторые из своих ученических работ. В данный момент на экране карандашная прорезь иконы Архангела. Это то, как раз, чем сегодня мы будем заниматься. Следующим ученическим этапом может стать прорезь этого же образа, только выполненная тушью. Для этого берется обычная черная тушь, мягкая кисть и те же самые линии, которые мы сегодня будем отрабатывать в карандаше. Далее мы проработаем тушью. Это будет уже максимально приближено к тому способу, которым мы будем работать непосредственно на иконе. Также одним из ученических этапов является этап гризайли, то есть работа с тоном. В иконописном изображении действуют немного другие законы. Если в живописном портрете мы сначала набираем светлый тон и потом уже прорабатываем тени, то в иконописи наоборот. Работа идет от темного тона, темного санкиря, постепенными высветлениями. И именно этап гризайли помогает начинающему иконописцу понять эти законы. Вот мы видели гризайль иконы святителя Афанасия, и вот так выглядит непосредственно образец. То есть мне кажется, что без этого предварительного этапа довольно сложно понять, как здесь, например, набирать сплави. Это нужно не только для личного, для работы над ликами, ручками, ножками, но и для того, чтобы понять, как показывать правильно объем на одеждах. Одежда – это очень важная тоже часть иконописного изображения. Это образец взят с иконы Преображения Господня. Это фигура апостола Петра. Можем также работать потом с этой иконой. Здесь довольно четкие высветления на одеждах, на горочках. И таким образом поймем, как устроено в деталях иконописное изображение. Итак, с чего мы начнем? Для начала нам нужно распечатать образцы. Я посылаю тебе образцы в хорошем качестве. Достаточно просто распечатать их форматом А4. На данном этапе, может быть, даже нет необходимости печатать их в цвете, как у меня. Достаточно будет черно-белого изображения, но важно, чтобы это было хорошее качество. Значит, маленький лайфхак насчет калечки. Сейчас в основном продается калька не очень хорошего качества, не очень прозрачная. И в иконописной школе нас научили такому простому приему. Ты просто берешь масло, можно растительное, можно косметическое, потому что оно меньше запаха оставляет. И тщательно промазываешь кальку, даешь ей некоторое время, чтобы она высохла, и тогда она становится абсолютно прозрачная. Можно купить и качественную калечку, она стоит подороже, но нужно запастись этим заранее, а если так случилось, что на данный момент нет, то можно использовать вот такой вот народный метод. Значит, далее эту калечку нам нужно зафиксировать на образце. Для этого используем либо скрепки, либо бумажный скотч. Это нужно сделать для того, чтобы калька не ездила по изображению,
чтобы линии не смещались и чтобы рисунок получился максимально четким. Далее наша задача максимально близко к образцу обвести все линии, которые мы видим сквозь кальку. Я детально покажу самое сложное, то, что обычно очень не любят все иконописцы, это бороды. Бороды и детально проработанный волос, потому что это самая кропотливая работа, требующая терпения, аккуратности. И обычно иконописцы очень радуются, когда им попадаются женские лики, потому что, как правило, волосы там не нужно изображать, потому что практически все женские образы – это изображения в головных уборах, и там нет усов и бород. То есть это женские лики – это то, что любят все иконописцы. Борода – это достаточно сложный такой момент. Значит, здесь мы видим, что бородка у нас тщательно, как говорят, расчесана или причесана. Борода у нас идет не сплошным чистоколом, она делится у нас на фрагменты. И все эти фрагменты состоят из довольно красивых и живых линий. Эти линии не одинаковые, не однородные. А те, что в серединке, они, как правило, более такие, можно сказать, формообразующие. Они более толстые, они держат весь вот этот фрагмент небольшой, а те волоски, что у нас по краям, они уже более тонкие и как бы уходят уже, так можно сказать, в тень. Вообще хочется сказать о том, что линия в иконе это очень важно, поскольку в иконописном изображении минимум средств для показания объема. И линия как раз-таки является одним из средств показать объем, показать глубину. Линии совершенно разные по толщине, по форме. Те линии, которые мы видим на каких-то теневых моментах, они, как правило, очень плотные, широкие по толщине. А те линии, которые показывают, очерчивают световую часть изображения, они очень тонкие. Иногда требуется нулевая кисточка, чтобы провести тонкий, как волос, тонкую, как волос, линию. Объем на волосах показывается преимущественно с помощью света. На данном этапе мы это еще не рассматриваем. И здесь мы видим, что линии для показания объема на волосах тоже присутствуют. Как правило, это линии по контуру, очерчивающие шапку волос, как говорят в иконописи, с двух сторон. Видим какие-то отдельные волосочки над лбом. Видим вспомогательные линии, которые очерчивают лик. Так, немножко линия съезжает, нужно постоянно следить за этим. Вокруг ушей, как правило, тонкие волоски, которые помогают, так сказать, расчесать волосы, показать направление бликов, которые мы будем прорисовывать на дальнейших этапах. И такие вот волоски по контуру прически. На кудряшках, которые присутствуют на изображениях Спасителя, ангелов, тоже всегда показаны эти вспомогательные линии. Позднее мы их более детально рассмотрим. Для дальнейшей работы нам необходимо будет прикрепить кальку к белому листу. Как видно на этой работе, сделать это можно также как при помощи скрепочек, так и при помощи бумажного скотча. И дальнейшая наша задача заключается в том, что мы должны максимально на данном этапе скопировать характер линий на иконописном изображении.
Для этого мы постоянно обращаемся к образцу, либо смотрим на распечатанный образец, либо на телефоне, на компьютере, где это может быть даже более эффективно будет рассмотреть все линии. Обращаем внимание на то, что контурная линия у нас всегда более четкая, более толстая, проработанная. Линии, которые участвуют в построении лика, более тонкие, но здесь очень важно передать их характер. Как известно, самое главное в иконописном лике, как и в портрете, это глаза. И большую роль играет линия верхнего века. Важно внимательно смотреть на данном этапе на образец и стараться максимально скопировать. Позднее, когда мы сможем уже более свободно писать лики, это будет не так необходимо, но сейчас нам именно важно максимально внимательно смотреть на образец, потому что эти линии, они очень отличаются от линий века, которые мы используем, когда рисуем обычный портрет. Эта линия, как правило, акцентирована посередине над зрачком. Далее она сходит на нет, у нее очень характерная форма. Причем на разных ликах эти линии могут отличаться, но характер их очень важно уловить. Нижняя линия нижнего века всегда тоньше. Иногда на старых иконах, там, где какие-то линии уже утрачены с годами, она может быть даже не видна, но всегда изначально мы должны понимать, что она присутствовала. Она может быть незаметна также, потому что в линию, которая очерчивает верхнее веко, добавляют больше черного пигмента, он более заметен. Нижняя может быть какими-то более светлыми коричневыми тонами проведена, но она всегда есть. Зрачок у нас всегда будет абсолютно черный, и важно обратить внимание на то, что зрачок у нас никогда полностью не касается верхнего века. Это очень важно, и этот момент позволяет определить, насколько иконописец понимает вообще специфику и насколько внимательно он работает с образцами. Ни на одном древнем образце мы не увидим того, чтобы верхнее веко закрывало этот черный зрачочек. Он всегда едва-едва касается верхнего века, может вообще не касаться, как на данном образце. Ну вот, у нас уже картина проясняется. Брови всегда там тоже будет более четкая основная линия. Другие линии являются более тонкими, вспомогательными, позволяющими обозначить форму и объем. Не забываем посматривать на образец. Линия носа тоже у нас всегда живая. Важно понимать, что эта линия проводится только с теневой стороны. Иногда может создаться иллюзия, что на образце две линии с теневой стороны и со световой. Но это не так. Та линия, которая на свету, она образуется только за счет контраста санкирия и последующих высветлений, или как называется в иконописи, вохрение. Но графика этой линии никогда не обозначается. Так, также внимательно проводим линии усов. Сначала можем использовать более твердый карандаш, а при проработке уже берем более мягкий и делаем акценты там, где это необходимо. Самые темные и яркие краски используются при написании глаз, чтобы весь акцент шел именно на глаза. Поэтому и линии, которые мы здесь используем, стараемся сделать максимально четкими, жирными. И таким образом уже рука и взгляд будет приучаться к тому, как должно быть на лике.
Расставляем последние акценты, и работа наша близится к завершению. Еще раз сверяемся с образцом. Понятно, что отступления какие-то будут, мы не добьемся, да, это и не нужно максимальной копии, но эти упражнения помогают понять самое главное — характер иконописного изображения, и на данном этапе этого вполне достаточно. Вообще существуют разные мнения по поводу того, как же нужно все-таки писать икону, создавать ли изображение самому, либо пользоваться копирками. И мне кажется, на этот вопрос можно ответить, если посмотреть, как это было в минувшие века, ну, до 20 века, до 17 года, когда иконописное искусство практически полностью перестало существовать. Всегда были гении. Это у нас был Андрей Рублев, у нас был Дионисий, Феофан Грек, великие мастера, творчество которых немыслимо представить, сделанным под копирку. Оно очень индивидуально, оно узнаваемо. Эти мастера прекрасно владели анатомическим рисунком, они могли свободно строить изображения на стене, безошибочно передавать пропорции. У них был свой стиль, и, конечно, уже мы сейчас по их работам делаем кальки, перерисовываем, копируем их. Но также всегда существовал огромный пласт в иконописном искусстве. Это ремесленники в хорошем смысле этого слова. И нет ничего плохого в том, что они использовали вот эти копирки. Дело в том, что в иконописи очень важен канон, и многие иконописцы очень бережно и трепетно подходят к этому вопросу и боятся нарушить этот канон. В иконописи очень важны детали. При построении, при самостоятельном построении иконописного изображения можно что-то упустить, можно нарушить какие-то пропорции. И считается, что иконописное изображение уже будет, ну, как бы неправильным, не совсем по канону выполненным, не так, как мыслили это древние мастера. И кто-то считает, что это уже может быть ошибкой, и таким образом предпочитает использовать кальки, снятые с работ древних мастеров. Оба эти подхода имеют право на существование, но важно отметить, что, конечно, прежде чем перейти к самостоятельному построению рисунка, даже к созданию каких-то своих образов, вот сейчас 20 век дал нам очень большое количество новомучеников российских, и совершенно необходимо создавать какие-то свои новые иконографические образы, которых не было ранее, часто с учетом портретных сходств, потому что у нас есть фотографические изображения этих людей, пострадавших за веру и прославленных в лике святых. Да, порой это необходимо, но на начальном этапе, для того, чтобы свободно начать ориентироваться в иконописных изображениях, понять, что такое канон, почему так важно именно уделять внимание деталям, сохранять какие-то древние приемы, традиции. Совершенно необходимо просто копировать максимально внимательно, и на этом, на копировании построено обучение во всех современных иконописных школах. Это и в Троице-Сергиевой лавре, которая является самой сильной, и в нашей Дубнинской иконописной школе. Так что копирование — это очень-очень важно. Внимательное, вдумчивое, конечно, не механическое, не пустое, такое творческое копирование — это необходимый этап обучения иконописи. Обращаем внимание на складочки, линии, которые мы используем в одежде, они тоже все живые, они никогда не бывают одинаковой толщины. Смотрим, как правильно проставить акценты, делаем последние штрихи, более точно очерчиваем контур изображения.
И добавляем недостающие линии, которые можно было не заметить при работе через кальку. Это линии, которые помогают создать объем на волосах. Более точно прорабатываем линии лика. И таким образом мы уже приближаемся к завершению. На данном этапе торопиться нам совершенно не нужно. Как позволяет время, можно поработать, отложить рисунок, потом продолжить свежим взглядом. Вот что должно у нас получиться по итогам этой первой работы. Еще раз сравниваем с образцом, смотрим, не нарушились ли пропорции. И приступаем к следующей работе. Это будет копия с иконы Игоревской Божьей Матери. Все то же самое. Прикрепляем калечку прозрачную к нашему образцу. И проводим все линии, которые мы можем увидеть. Начинать лучше с контура. В теневой части контурная линия всегда будет толще, эффектнее, чем на световой стороне. Это тоже одно из средств показать объем. Полосочки с асистом светлые. Асист — это золотые полоски, которые также показывают свет на иконе. Они всегда присутствуют на мафории Божьей Матери. Мафория — это темно-вишневая одежда, покрывающая голову, плечи, туловище Богородицы. На данном этапе просто показываем форму этой тесьмы. Она тоже, как правило, с небольшими изменениями всегда на различных образах повторяет друг друга. То есть здесь нет ничего сложного. Сам рисунок асиста тоже может варьироваться, но он всегда должен присутствовать. Внимательно следим за линией, которая очерчивает лик младенца. Показываем форму век, щечки, мягкий подбородок. Вообще для русской иконы характерна мягкость, такая некая певучесть линии. Это отличает их от византийских икон, греческих, от сербских, где линия более живая, часто ломаная, очень экспрессивная. То же самое касается и цветов. Ну, Русь более северная, холодная страна. Это обуславливает то, что русские иконописцы выбирали и цвета более спокойные, нежные, в отличие от тех же греческих мастеров, которые любили яркие цвета, контрастные изображения. Линия складок. Внимательно смотрим на акценты, которые присутствуют на этих линиях.
Как правило, там, где складка уходит вглубь, на теневой стороне линии у нас более жирная, и постепенно она может сходить на нет, туда, где складочка уже заканчивается, и начинается световая часть одежды. Хитон младенца – это нетканая одежда, наподобие платья, которое закрывает фигуру до самых ног. Также прорабатывается с помощью асиста. Это золотые полосочки, у которых существует свой собственный рисунок. Они, как правило, более сконцентрированы на световых выступающих частях, показывают объем одежды, а в тени их может и не быть совсем. Там делается так называемый притинок, это более темный оттенок одежды, который тоже призван показать, что изображение наше объемное, а не плоское. Также внимательно следим за линиями века, верхнего и нижнего. Обозначаем зрачки, помним, что они у нас не прилипают никогда к верхнему веку. Копируем линию носика и губ. И то же самое делаем на лике Божьей Матери. Обращаем внимание, что линия бровей всегда очень красивая, выгнутая, плавная. Позже при процессе проработки мы посмотрим, что акцент, как правило, у основания носа, и дальше она буквально сходит на нет, превращается в тоненький-тоненький волосочек. Показываем линию верхнего века, она тоже у нас неравномерный акцент к серединке века, по краям он также будет сходить на нет. Проводим линию носа, стараемся сделать это максимально близко к образцу, чтобы не изменился рисунок лица. Также линию щеки, шея. Шея очень вытянутая, тонкая, изящная. Это такой характерный признак изображения Богородицы в русской иконе. На темном одеянии плохо видны складки. На головном уборе их тоже необходимо обозначить. Они всегда соответствуют форме той линии, которая очерчивает контур. Они не могут быть в разнобой, они максимально параллельны друг другу. И сейчас, когда у нас готова наша калечка, мы также помещаем ее на белый лист, чтобы все линии были видны, было удобно более детально прорабатывать их. Фиксируем на листике и продолжаем работу, так же, как и с первой иконой. Смотрим на образец, либо распечатанный держим под рукой, либо на экране. И максимально передаем характер линий. Удобно подкладывать белый лист под руку, потому что карандаш может стираться, пачкать нашу калечку. Поэтому используем такую подкладку. На этом этапе можно еще пользоваться более твердым карандашом. После того, как мы выполним еще пару изображений в карандаше, можно будет приступить к прорисовке кистью.
Это поможет почувствовать линию, почувствовать, как это уже будет выглядеть на иконе. Нам нужно будет приготовить черную тушь и желательно красную. Если красной нет, то можно будет добавить немного акварельной красной краски. Это нужно для того, чтобы цвет был более интересным, более красивым. Прорабатываем сейчас складочки. Также они от основания, где они более толстые, насыщенные, плавно сходят на нет. Ставим акцент на середине верхнего века. Постоянно сверяемся с образцом, смотрим на форму этой линии. Делаем акцент на радужной оболочке. Вот так будет выглядеть наша готовая прорезь. Видно, что линии все неоднородные, в рисунке присутствует живость. И это то, что нам нужно добиться на данном этапе. Еще раз сверяемся с образцом. Если упустили какие-то моменты, дорабатываем их. Ну и еще раз хочу сказать, что самое главное сейчас это не торопиться, лучше делать потихонечку, но вдумчиво, чтобы понимать, как действительно устроено это иконописное изображение, по каким законам оно строится, и тогда будет польза от обучения. Вот очень красивый образец, хороший образец для того, чтобы на нем учиться. Ну и я желаю тебе удачи и надеюсь, что все получится.